Всем привет! Вы на канале о русском языке Sound Like a Russian. Но, друзья, русский язык русским языком, уроки уроками, а обед по расписанию, как говорится. Я тут подумала, знаете, скоро Новый год. Пора готовиться, правда? Поэтому сегодня мы с вами будем готовить новогодний салат. Тот салат, без которого не обходится ни один новогодний стол в России. И это салат селедка под шубой. Да, необычный формат, конечно, соглашусь, необычный. Мне тоже немножко странно приветствовать вас на кухне и вообще странно готовить на камеру. Посмотрим, что из этого выйдет. Эксперимент, правильно? Все, что я делаю, это эксперимент. Всегда так говорю, да? Ну ладно. Итак, немножечко об этом салате, о салате селедка под шубой. Возможно, кто-нибудь из вас уже слышал про этот салат, кто-то слышит в первый раз. Я вам расскажу. Это салат красный. Вот если вы его когда-то видели, он красный, потому что в нем есть свекла. Сейчас я вам вообще покажу, какие продукты нам нужны будут для этого салата и что мы с ними будем делать. Но пока расскажу в целом. Так вот, этот салат красный. И знаете, какой он? Правильно, пролетарский. Этот салат, несмотря на то, что сейчас он популярен везде, и практически в каждом русском ресторане вы можете найти эту селедку под шубой. Раньше, в 20 веке, я имею в виду. Во-первых, в 20 веке он только-только появился в России. И появился он именно как пролетарский салат. То есть салат совершенно простой, из самых-самых простых ингредиентов. Из ингредиентов, которые доступны абсолютно всем. Вообще, могу сказать, что этот салат на любителя. Не каждому он понравится, мне кажется. Вот, ну и посмотрите сейчас и решите для себя. Но могу представить, что кто-нибудь из вас посмотрит и скажет: господи, что это за сочетание продуктов? Фу, никогда не буду это есть. Но для меня это салат очень привычный, очень родной, поэтому для меня нет ничего необычного в нем. Так что не удивляйтесь. Давайте посмотрим, какие ингредиенты нам с вами понадобятся. Во-первых, это, конечно же, свекла. Именно за счет свеклы салат будет таким красным и красивым, пролетарским. Нам понадобится морковь. Я взяла вот две такие большие морковки. Наверное, достаточно. Кстати, сразу предупреждаю, что я всегда делаю все на глаз, примерно. Я не буду говорить, сколько именно вам нужно свеклы, сколько именно картошки, моркови и так далее. Все делаю на глаз, все делаю примерно, так что не ждите точности от меня. Вот, еще нам понадобится картошка, ну вот она мокрая, потому что я уже все помыла. Не почистила еще, пока ничего не обработала, но все помыла. Нам понадобится лук. Конечно же, нам понадобится селедка, потому что это же селедка под шубой салат-то, правильно? Куда же без селедки? Кстати, интересное дело, здесь я не могла найти селедку. Я этот салат сейчас буду готовить во второй раз здесь, в этой квартире. И в первый раз я просто не могла найти селедку. Я готовила этот салат с тунцом. Использовала тунец вместо селедки. Селедка, если что, это рыба. Очень простая, и в России можно купить ее очень легко. Она недорогая, и на рынке вы можете ее точно найти. А здесь вообще не видела эту селедку. И вот вчера каким-то чудом смотрю в Tesco. Но я как-то увидела след, да, вот это след, сельдь. Я подумала, так, что-то знакомое. Загуглила, посмотрела, оказывается, это правда селедка. Вот как мне повезло, да. Посмотрим, не знаю, какая она, вкусная или нет. Но вообще, если не можете найти селедку, берите тунец. Тоже очень вкусно. Конечно, нам понадобятся яйца.
Я буду варить, наверное, 6 яиц. Возможно, нужно будет меньше. Не знаю, не знаю. И нам нужен майонез. Вот такой вот тюбик необычный приобрела. Вот, вообще, я не очень люблю майонез. Точнее, вообще его не люблю. Не ем, редко ем. И у меня была идея приготовить майонез самостоятельно для вот этого шоу. Но однажды я пробовала готовить майонез самостоятельно, у меня ничего не получилось, я просто испортила продукты и решила, что ладно, для видео смирюсь с этим и приготовим с обычным майонезом. Теперь нам нужно будет подготовить эти продукты. Лук мы будем резать в таком свежем виде, мы его не варим, не жарим. А вот свеклу, картошку и морковь и яйца нам нужно отварить. То есть мы положим их в воду, в кастрюлю. Кстати, друзья мои, важная информация, внимание, внимание. Вот это как называется? Дам вам 2 секунды. Это сковородка. Не кастрюля, это сковородка. А вот это кастрюля. В сковородке мы жарим, а в кастрюле мы варим. Принципиальная разница. Вот. Видите, какая я хорошая хозяйка. Так вот, мы должны с вами отварить вот эти вот продукты. Свекла варится дольше всего. Если вы ее варите просто в кастрюле на огне, то у вас уйдет на это примерно 2 часа. Может быть, даже больше, чтобы она была мягкой. Перед тем, как варить, свеклу не нужно чистить. Иначе она отдаст весь свой цвет и весь свой сок. Нехорошо. И еще важное замечание. Вместе со свеклой не нужно варить картошку, морковь и яйца. Потому что свекла красная, да, и она окрасит все вокруг. А вот морковь, картошку можно варить вместе. Ну и яйца мы варим отдельно, они варятся быстрее всего. И я сегодня попробую сварить свеклу не в кастрюле на огне, а в такой скороварке. У меня тут передо мной стоит такой агрегат, еще ни разу им не пользовалась, но посмотрим. Очень надеюсь, что это поможет мне сварить свеклу гораздо быстрее, потому что мне бы не хотелось ждать 2 часа. Кстати, про инструменты. Еще нам сегодня пригодится терка. Терка, крупная терка. Естественно, нам понадобится нож. Нам пригодится нож, конечно же. А про остальное я вам скажу в процессе. В общем, сейчас давайте будем подготавливать эти продукты, чтобы уже начать укладывать эту красоту. Ну а пока все варится, готовится, там у меня яйца, картошка, морковь, здесь свекла. Попробуем, что получится. Я, пожалуй, попью чайку. У меня есть как минимум минут 40. Попью чая и позанимаюсь своими делами. Так, ну что, друзья, примерно час пролетел незаметно. Я тут в это время напилась чая, сделала короткое видео, позанималась своими делами. И в это время уже готова у нас картошка, морковь, яйца уже давно готовы.
И свекла, судя по всему, судя по запаху, по цвету и по мягкости, я проверила ее ножом, тоже уже готова. Поэтому начинаем, собственно говоря, приготовление селедки под шубой. Сначала помоем руки, конечно, немножечко. Нам нужно будет, сразу говорю, нам нужно будет вот такое блюдо, куда мы будем укладывать эту красоту. Начнем мы, пожалуй, с картошки как раз. Начнем мы с картошки. Картошка у нас была сварена в мундире. Это значит, что она сварена прямо в коже, прямо в кожуре. Нужно ее почистить. Морковку тоже немножечко почистить. И это все натереть на крупной терке. Так, поехали. Вот, если картошечка хорошо сварена, то ее очень-очень легко чистить. Видите, одно движение и все. Я надеюсь, что вы не против, что я слушаю музыку. Когда буду монтировать видео, постараюсь вам тоже что-нибудь включить, пока я тут готовлю. Пока я чищу картошку. Обратите внимание, чищу, а не чешу, да? То, что я сейчас делаю с картошкой, это называется чистить. Чистить картошку. Картошка такая, кстати, такая липкая. Я обратила внимание еще в прошлый раз, когда готовила этот салат. Такая она, как пластилин немного, знаете. Странный сорт, что ли, такой. Возможно. Я прям руками чувствую, как она ко мне прилипает. Как клей. Наверное, в ней много крахмала, да? Правильно? Вот. Морковку тоже можно немножечко так почистить от вот этой темной, от темного налета, который получается при варке. Дальше нам нужно будет с вами почистить свеклу и яйца тоже. Предлагаю свеклу почистить в самую последнюю очередь, потому что от свеклы будут красные-красные руки. Все, здесь у нас все готово. Так, ну а теперь чистим яйца. Яйца, кстати, у нас... какая хорошая музыка началась. Яйца у нас сварены вкрутую. Это значит, что они такие тверденькие. Не с мягким желтком, а с твердым. Не с жидким желтком, а с твердым. Это яйца вкрутую называется. Вот мы их сварили вкрутую. Мы их чистим. Тоже будем тереть на терке. Вообще, кстати, если вы посмотрите классический рецепт, то вы увидите, что некоторые люди не любят тереть на терке, любят резать кубиками там маленькими. Я люблю тереть на терке, потому что тогда салат получается максимально мягким, нежным таким, знаете. Классно. Давайте сюда, что ли, положим. Да, конечно, надо бы волосы убрать, да, когда готовите, чтобы не получилось салата с волосами. Но с волосами красивее. Слушайте, я подумала, я же все-таки видео на канал снимаю, надо же красивой быть, правильно? Поэтому будет салат с волосами. Так, свеклу я оставлю на когда-нибудь потом. Лук. Самая отвратительная часть, лук. Сейчас будете смотреть, как я плачу, да? Чтобы немножечко скрасить свои страдания, буду слушать музыку громко. Знаете, есть такой способ, чтобы не плакать от лука, нужно вскипятить воду и кипятком, то есть кипящей водой залить лук. И тогда не будете так сильно плакать. Попробуем, да? Пожалеем меня, правда? Зачем мучиться? Давайте вскипятим чайник. Так, пока тут у нас все вскипает, закипает, давайте я посмотрю, что тут у нас за селедочка такая. Ага, селедка, естественно, в масле. Ну, конечно, как же без масла, да? Ай, все, вот в Венгрии все в масле, знаете. Да, забыла вас предупредить,
что после того, как вы приготовите селедку под шубой, ваши руки будут пахнуть селедкой, и они будут красные от свеклы. Это такой побочный эффект. Итак, попробуем залить лук кипяточком, чтобы нам не плакать. А то, ну что это такое? Смотрите, как видите, я селедку выложила в тарелку, и я сейчас ее буду мять вилкой. Потому что я люблю, когда селедочка такая нежная получается, понимаете? И весь салатик такой нежный получается. Но если вы возьмете целую селедку, то вы ее просто можете мелко порезать. Главное взять филе, чтобы там не было косточек. Ну или если вы умеете выбирать косточки, то, пожалуйста, выбирайте. У меня, например, мама выбирает косточки из селедки. Вот. Она умеет разделывать рыбу. Я никогда не пробовала. Как видите, иду простым путем. Начинаем мы с картошки. Почему с картошки? Картошка будет лежать первым слоем, потому что в этом случае удобно будет резать этот салат как торт и накладывать. Плюс картошка впитает в себя лишний жир от селедки. Так, картошечку я предлагаю ее тереть в крупную терку. Знаете, тереть это очень монотонное дело, и поэтому очень советую включить какую-нибудь музычку, чтобы она вам помогала сохранять ритм. Ой-ой, все падает у меня. Ну ничего, да? Творческий процесс. Так, сделаем небольшую перестановку, потому что получается, что вы не видите даже, что я тут делаю. Так, ну а теперь самая страшная часть. Это лук, мои дорогие. Ай-яй-яй. Ну, давайте попробуем, да? Не буду мелко слишком резать, потому что я боюсь, что я просто тут умру от слез. Знаете, некоторые люди умеют резать вот так вот, прям быстро так, тук-тук-тук-тук. Знаете? Вот я не умею, если что. Все, никогда больше не буду резать лук. Последний раз в моей жизни. На картошечку мы выкладываем селедку. Выкладываем равномерненько. Я думаю, что можем выложить всю. Ее не так уж и много. Не приминаем ни в коем случае, да, мы оставляем селедочку вот в таком вот виде. А уже на селедочку ложится лучок. Вот, советуют некоторые люди лучок помариновать. Кстати, очень хорошая идея. Помариновать немножко лук перед этим салатом. То есть подержать его немного в уксусе, масле, сахаре, да, там в чем-нибудь таком. Я думаю, это очень хорошая идея. Смотрите, половинка лука, по-моему, достаточно. О, венгерская песня началась. Потому что это про любовь, что она под кожей, что это там какая-то страсть. Вот. Такая интересная песня. Ладно. И следующий слой давайте сделаем мы... Так, яйцо или морковь? Яйцо или морковь? Картошку мы больше не будем повторять, я думаю. Давайте сделаем морковь следующим слоем. Мне кажется, это будет лучше смотреться. Как вы считаете? Или яйцо? Не, давайте яйцо следующим слоем. Вот, следующим слоем у нас будет яйцо. А вот после яйца уже первый слой майонеза. Поехали. Яйцо мы трем тоже в крупную терку. Когда мы укладываем слои, мы держим в голове, что у нас должна получиться полусфера, да, поэтому... А теперь первый слой майонеза. Ой, я такой еще штукой не пользовалась. Давайте попробуем.
Так, знаете что? Я дотру, пожалуй, еще одно яичко, потому что пока я тут мазала этот майонез, размазывала его, эти все яйца как-то скукожились, и непонятно вообще тут что получилось. Поэтому давайте-ка мы так вот сделаем. Вот. Как я уже сказала, все делаю на глаз, поэтому если кого-то Поэтому если вдруг меня смотрит какой-то повар, и у него сейчас болит душа за еду, ну, извините, что я могу сказать. Вот такая вот история у нас получается, да, постаралась я, чтобы яичко было везде. Сейчас у нас идет морковка. Ой, морковка очень хорошо сварилась, чудесно просто, мягкая-мягкая. Ну, какая красота у нас получается. Самый последний слой – это слой свеклы. Свеколку мы тоже трем в терку. Так, ну вот я почистила 3 свеклы и потерла их в крупную стерку, видите? Вот, не кулинарное шоу, а Хэллоуин. Вот, теперь мы выкладываем свеклу, уже натертую, последним слоем. Так, друзья, мне кажется, я готова. Представляю вашему вниманию салат селедка под шубой. С Новым годом! Попробуйте, и если попробовали, напишите в комментариях, вам вообще нравится этот салат. И как вам эта рубрика? Кулинарное шоу Sound Like a Russian. Все, друзья, поздравляю вас с наступающим Новым годом, когда бы ни вышло это видео. Всего вам хорошего и приятного аппетита. Жду вас в следующих видео. Пока-пока.